Я вообще не хотела ехать из Буэнос-Айреса, было страшно, Родион настоял. Вот на самом деле, мы про таких людей в какой-то степени ютубы смотрели, да, Ага. что вот где-то кто-то там живет, но это было непостижимо. Я родителям вот пытался недавно объяснить, и я понимаю, что я им не могу объяснить, как здесь. Потому что жить всю жизнь, мне кажется, так не сможешь. Ну, Терпеть и ж типа терпеть. Комфорта меньше, денег меньше, но... Con un buen sol salís. Всем привет! Мы решили все-таки это... Ой, сейчас у меня прям 2 микрофона. Возьмите один. Решили заснять немножко. Не знаю, разговор какой-то, что ли. Попробуем, давай. Так, вот мы видны. Так, о чем разговор? Сколько вы здесь уже в Кордобе? Говорите приблизительно в микрофон. Не обязательно, близко можно. В Кордобе? Да. Ну вот в провинции Кордоба. Скоро будет год, наверное, да? Да. Май, июнь, да, июль, да, через пару месяцев. да. Ого. Так, еще говорят, почему не строите? Вас все там ругают в комментариях, у вас, у меня. Я вам объясню. Вот они тут живут, да, теперь И сняли строить не хотят. прикольную избушку, и нафиг там стройка какая-то, им и тут хорошо. 100%. И так удобно. Но строить будут, постепенно будет, и так ведь. Ну, пока что я вот рефрижераторную будку купил. Сейчас надо ее как-то расчистить, въезд под эту будку. Ага. И это будет первый шаг. А дальше там буду... Может, я будку поставлю, вот река, вот будка, и скажу, ну все. И все, и на той Приехали. же постели. Ну, а почему нет? А Может почему быть, нет? там Если удобно. И удобно, да? Если Надо так смотреть. удобно, А то что нормально. париться еще какие-то там? Может быть, это будет вполне комфортно и нормально. Самое главное терраса. Да, Мгм. Я самое главное, считаю, навес сделать. навес сделать, Да. Где там- завтракать, где да, это там целыми днями, потому наслаждаться. что, как правило, Потому ну, что здесь, по сути, дом только для того, чтобы спать. Ну да. А большая часть времени все равно, ну, как будто много Ну, мы проводим так. времени на улице. мы так. Да, Погода да. здесь классная, типа, был бы навес Ой. от дождя. И поэтому, конечно, можно кухню сделать на улице, готовить на улице, и кушать, работать, только спать Да. там не Почти потому что кочевники. зимой очень холодно. Да, почти кочевники, как бы, ну, Торхома. Некоторые вообще в машинах живут, и у них все тоже на улице получается. Ну да. Вот. Ну, климат позволяет, в принципе. Может, и ничего и не будет. А может, как бы говорится, захочется. Посмотрим. А Ну, может, да. замок построить, крепость. Курятник скорее первее построю точно, чем дом. Типа, будет будка и курятник. Да, и яйца будем свои зато. Потому что яйца дорогие. Да. Вот в Да. этом плане, О, возможно, да. вот. А Это- еще, что я хотела спросить? Вот, получается, вы сняли у россиянки, Да. и там живут еще по соседству, то есть, России. которые здесь уже 10 лет живут. Надо взять у них интервью, это само собой. Вот, и получается, сколько можно найти людей, да, вот, в неизведанных местах, скажем так, про которые уже забыли все давно. Ну, потому что, Неожиданные типа встречи, да? да, потому что в в неожиданных 90-х местах. как бы все знали, что приезжали сюда люди, да, вот и особенно, больше всего из Украины, но из России тоже немалое количество, из Молдовы немалое количество, и армяне, и грузины, все приехали, кто только не приехал. А потом, после 2001 года, это считалось, ну, все, жопа совсем, кризис. То есть кто сюда мог поехать, и все-таки были такие. Для меня это было сюрпризом, да, то есть я не думала, что после 2001 года кто-то еще приезжал В Аргентину. в Аргентину, да. И вот в связи с этой новой волной, с которой вы приехали, объявились и вот эти все. Которые, Кто-то, получается, да. о которых было не видно, не слышно, типа, да, эта волна просто это все смешались и всколыхнула. все, да. Просто смешались, потому что не было как
волны, а были такие капельки, капали там когда-никогда, да, Мгм. людей. А тут раз и получается приплыв такой большого количества. Вот. Взбаламутили Там, со где дна. мама с папой живут на побережье, там вообще их полно, тоже вокруг них уже полно порасселились в поселке, которого вообще никто не знал, это Комет Норд называется. Ой, сейчас я его назвала, и теперь еще туда как нагрянут. Наверное. Вот, и получается так. Плюс еще, да, вот где разведано, такое ощущение, что люди туда еще больше. Ну, как-то, видимо, вызывает доверие какое-то, и туда все. Ну, просто Ну, там... мы, получается, мы вообще как бы особо не ориентировались на то, что разведано, не разведано. Мы-то... Мгм. не, как не, мы на твой канал, по сути, ориентировались. Я на твой канал наткнулся и понял, что у Кордоба прикольно. Ну и все, то есть ориентир такой был. По климату Да, по мне климату, понравилось, да. и по Да, тому, как да. это выглядело, мне понравилось. По инфраструктуре еще, По что ты инфраструктуре, сказал. что... Что много городков, да, много городов, и все Да. как бы населены, И что нет это глухомании особо. Видно было, что это, да, не деревня какая-то там совсем глухая. То есть мы вообще не ориентировались, русские есть здесь или нет. Да, да, Как-то да, это да. нам, это вот этот ориентир мы вообще не держали. Мгм. Ну я, да, я да. вообще не хотела ехать из Буэнос-Айреса, было страшно, Родион настоял. Ага. И я теперь очень рада, что, Мгм. что я Ну да. поддалась этому. Потому что здесь красиво, тихо, спокойно. И, ну, вообще, конечно, другая Аргентина для нас открылась. Да, это Не, ну она и для есть всех и она разная. другая, Ну, да, она да. и есть разная, Да. да. Ну, видимо, с российским восприятием страны, как она в России, да, то есть в России там столица, показатель страны, там какие-то города, а за городом, ну, типа такое себе. Ну, Мгм. туристические какие-то зоны. А здесь, получается, наверное, большая часть Мгм. Аргентины, которая, она вот выглядит более такая туристическая и прикольная именно за городом. Да, Ну, да. короче, отличается, ну, не так, как разное строение, как это сказать, разное строение стран. Да, типа, разные вот это, по-другому организация, организовано да, да. как-то все, да, да, по-другому. Да, еще, говорю, ну, у нас маленькие города в основном растут. То есть не вымирают, а растут. Люди рожают детей как-то так, ну, нет такого, чтобы... Это очень редко, чтобы школу закрыли. Наоборот, школы открываются, да. Мгм. Какие-то магазины добавляются, дороги какие-то постепенно Появляются. асфальтируются, да. Скважины бурятся, провода Да. проводятся. Да, да, потихоньку как бы, да. Вот такой райский уголок. Да, случайно нашли. Вот, спокойствие. По, Ну, по твоей наводке, получается, ну, в какое-то общее место Да, в приехали, а общем, тут да. уже это, Сами начали все местечково тут. излазили, сходили Да, да. пешком. Вот этими вот да. ногами. Да, да, вот, да. Это люди Без в машины, форме без живут. велосипеда. Да, да, без ничего, да, молодцы, конечно. Все вылазили, все нашли. Ну, это всегда идет какое-то вознаграждение, кто умеет подвигаться, это побегать. Ну, то есть, получается, ну, одно дело, когда люди с Может, каким-то чуть планом, поближе. Вот так, да. с каким-то планом едут, да, Мгм. и что-то хотя бы изучают и представляют. А мы по факту без особо какого плана, и получается, этот план уже надо, ну, строить здесь на месте. То есть ты его не продумывал когда-то там, как некоторые люди там год, два, три готовятся и ну, и делают этот прыжок, да, и понимают, куда они вообще перемещаются. А мы переместились, и тут уже просто в моменте вот сразу себе дорогу подстилаешь, типа, о, что, ну вот в Буэнос-Айресе пожили, там я твой канал нашел, смотри, вот Кордоба. В Кордобе вроде прикольно, здесь или в Кордобу? Давай в Кордобу. В Кордобу переехали, но я сразу вот эту ветку, ну вот эту, вот эти места смотрел. Сюда приехали, начали там по городкам шариться. Ну, короче, ну в моменте, получается, путь прокладывается, не Еще момент, запланировано. вот что у вас заработок онлайн, это важно. Это не то, чтобы это не просто, но многие как-то вообще даже об этом не думают, а оказывается, есть куча разных всяких новых каких-то профессий онлайн именно. Просто это нужно все выстраивать, но особенно после пандемии, мне кажется, оно все это вспышка была такая. Это во-первых. И во-вторых, еще вот Starlink помог тоже Да, подкатил. Starlink вообще Потому что здесь в горной местности не очень доходит. перевернул реальность Starlink. Да. То есть это вообще кайфово, что мы теперь себя... Вот на самом деле, ну мы про таких людей в какой-то степени ютубы смотрели, да, что вот где-то кто-то там живет,
Но это было непостижимо. То есть, ну, я не разбирался там. Специально я ничего не изучал. Мгм. И тут, получается, мы приехали в деревню, там был хреновый интернет, нам даже пришлось один раз из-за работы, и из-за плохого интернета, нам пришлось переезжать в Кордобу на 3 На дня, там несколько дней, снимать, да, я помню. Ага. чтобы там работать чисто, потому что интернета не было. А потом раз, мы так до Старлинка, короче, дошли. Теперь, получается, Старлинк, ну вот хоть здесь, вот был бы повербанк там какой-то или солнечные панели, хоть здесь его разворачивай и сиди, по Да. сути, работай. И это вообще, ну, прикольно, что в Аргентине, в принципе, к этому люди как будто бы более приспособлены, к тому, чтобы Да. вообще уехать куда-то неизвестно куда. Речка есть, насос можно кинуть, солнечные панели можно поставить, интернет Да. можно подключить. Да. Вот это, конечно, ну, забавно. Да, да, да. Мягко говоря. Да. То есть это забавно ощущать себя, ну, что ты живешь в каких-то типа дебрях, а у тебя, ну, интернет все Всё есть, и ты есть можешь нужное. нормально функционировать. Это Да, прикольно. это приветствует климат, ну и в общем строй, да, потому что даже если где-то в дебрях, все равно какой-то магазинчик, Да, какой-то да, да. что-то всегда есть, да, Да. какой-то ларек, киоск. Я видела вот там, например, в России, в некоторых деревнях, вот раз там в неделю приезжал какой-то грузовичок. Я думаю, таких деревень немного. Это, наверное, какие-то А, очень... То есть очень, да. это вообще, ну, дико не распространенное, скорее всего. То есть это в каких-то очень труднодоступных местах такое может быть. Да, Ну, мне ну, на вид кажется. как Я бы не было все встречал. плоское, там не было ничего особенного. Я говорю о таких деревнях, где вот живут пенсионеры. Здесь я таких не знаю, что просто Ну, и все, что я знаю, поселки, здесь семьи живут, детей рожают. Прикол в Вот том, это. что, конечно, что просто получается, я в России в деревнях вообще не жил. Да, Вообще да. не жил. И вообще мало когда путешествовал на природу. То есть это у меня Мгм. по пальцам там 1-2 рук можно пересчитать. А здесь, получается, я просто переехал, и теперь там, где я в Да. России жил в городе, теперь я уехал в Аргентину на другой конец света и живу здесь в деревне. Да, типа. Ну, это заодно вообще всё. перевернулось все Все по-другому. заодно можно, да, поменять. А я как будто в детство вернулась, потому что я-то родилась в деревне и Ага. жила в деревне лето. Родители уехали в город, Мгм. и для меня жизнь в деревне здесь как бы возврат как в детство. Мгм. Вот это все деревенское. То есть оно похоже тоже, ну, в Но каких-то здесь деревня, местах. Да. приятное, что здесь деревня, она очень достаточно цивилизована. Она Да, одновременно и дремучая, О, и здрасте. цивилизована. цивилизованно. Ракушка. И вот это, когда я про работу с интернетом говорю, вот, ну вот по сути, вот мы сейчас около дома, и по сути вот мы в таких примерно условиях работаем. То есть мы вот в этих условиях живем и в этих работаем, но по картинке может показаться, что мы в лесу живем, а мы как будто и правда в лесу живем, И, но в при этом принципе, нам до магазина. туда-сюда и трасса есть, да, и все. В городах вообще все есть. Даже в одном из соседних городов есть казино, то есть, ну, все. До казино мы Ну, пока еще не никто заработали. туда не но ходил, но просто... если даже- Донатьте, и мы пойдем с вами в аргентинское казино. Да, я в том плане, что даже что-то такое, что как бы и далеко не первой надобности. Я родителям вот пытался недавно объяснить, и я понимаю, что я им не могу объяснить, как здесь, потому что Да. сравнить... Вот, например, Это мне другое кажется, измерение немножко, да. про Америку, ну, и не знаю, то ли я так воспитывался, что, ну, много фильмов там, и ты примерно Да. понимаешь, что такое Америка. Про Аргентину я особо, то есть, не понимал, что такое Мгм. Аргентина. И то есть, даже когда объясняешь другому человеку, как здесь, ты не можешь привести понятный пример. Ты говоришь, Да. слушай, ну, я живу как бы в дремучей деревне, вот здесь на улицах люди не ходят, но при этом Да. у меня магазин там, ну, там 20 шагов от Да. дома, да. То есть, это, ну, не укладывается... Ну, такого просто нету в других местах, где живут люди, там как-то по-другому везде все устроено. Устроено, да. В каждом месте все по-другому, и если они не похожи, то объяснить сложно получается, как здесь, как вот. Ну, Ну да. это щас- невозможно понять, потому что нету в голове у человека, который здесь не был, он не может это, ну тяжело себе это натянуть на голову, как такое может быть. То есть, что это за деревня, что это за туризм, как так цивилизации одновременно и нету, и она как бы есть. Да. А у меня еще тяжелее ситуация, потому что мне еще нужно объяснить людям и менталитету, который уже не мой давно, да. Я не очень понимаю, что людям нужно, как. То есть я через вас смотрю, и вот некоторые реакции и восприятие такое же, как у нас было 24 года назад. Ну, а некоторые вещи отличаются, конечно. Но некоторые вот точно. Но мне кажется, в нашем случае, в моем конкретно, ну, тут приходится, пожалуй, просто менять себя полностью, ну, как бы полностью адаптироваться под новые реалии. То есть для меня это все, это новые абсолютно реалии. То есть я никогда в России не жил в деревне, здесь я живу в деревне. Я здесь живу без знания языка до сих пор. И Не особо вы собирались уезжать раньше? мы Или ж как? не готовились к переезду. Надо понимать, что мы не готовились к этому. Хотели, ну. Ну, когда ты о чем-то думаешь, но ты считаешь, что оно как бы не очень-то осуществимо. Да.
А оно на самом деле осуществимо, просто это тоже понять. Ну, Сложно. как я говорил в одном видео, типа 3 года назад я сидел у себя в квартире на диване и смотрел по телевизору, ну, в Ютубе блогеров, которые там Мгм. непонятно где, непонятно в какой стране, непонятно как жили, да. А теперь мы эти самые блогеры, которые непонятно где, непонятно как живут вообще, Мгм. непонятно и непонятно, что дальше. Самое главное, что какого-то четкого понимания, то есть здесь нет родных, здесь нет каких-то того круга друзей, здесь Мгм. нет той работы, которая была, здесь того всего, что было, его здесь ничего Мгм. нет. И то, что мы сидели и завидовали, о, как люди живут, вон, смотри. Но теперь мы живем так, и когда живешь здесь, на этом месте, ты уже это ощущаешь это изнутри уже немножко по-другому. Там есть, конечно, волнение какое-то, да, что непонятно, как дальше, там, что. Ну вот даже, например, может, фиговая аналогия, но вот когда ты молодой, живешь еще с родителями, ты мечтаешь, вот я поеду жить один, а у меня была депрессия, когда я стала жить одна. И даже я как-то впадала, я так, блин, это я в первый раз, когда родители уехали, приехали на побережье, и я потом поехала снимать, и я снимала такую типа квартирку, ну, пристройка от дома, потому что я тогда с кошкой переселилась, а потом кошку отвезла родителям, ну, я поехала к ним навестить их, и они не захотели, чтобы я себе опять кошку забирала, и я переехала в такую более маленькую комнатку, но это уже был дом со студентами. Я еще была сама студенткой. И мне стало намного лучше, потому что я приходила с университета, и мне было с кем поболтать, и меня спрашивали, а как у тебя прошел день, а как у тебя экзамен там прошел, да, или и вот так вот общаешься с людьми, у них тоже спрашиваешь, а как твоя семья, как ты, и так далее, потому что это студенты, которые тоже уехали откуда-то. И бывает, да, может, изоляция, она тоже влияет очень психологически. Тут в нашем случае, я думаю, если есть большой доход и много денег, да, то ты можешь комфорт себе, свою комфортную и ну, как бы образ жизни из предыдущей страны, ты его можешь просто покупать. То есть в Да. чужой стране это будет дороже, потому что ты не знаешь языка, обращайся к переводчику. Ты там еще что-то не можешь сам договориться по аренде квартир, переплачивай, потому что, ну, ты будешь ее снимать у того, кто тебе просто сказал, ну ладно, снимай, и Да. заплатил тебе, и сделал тебе цену там на 50% выше, да. И ты везде будешь вынужден платить дороже. За медицину ты тоже, ну, теоретически, если, как бы, опять-таки, ты с переводчиком будешь ходить. То есть, если ты хочешь организовать вокруг себя тот комфорт, который у тебя был, то ты либо за это платишь, либо ты, значит, понижаешь свои какие-то требования, да. запросы и начинаешь жить другую жизнь. И подстраиваешься по то, какая у тебя возможность есть. Либо ты за все платишь. Мгм. Ну, у нас даже не было такой возможности, потому что в то время, и плюс уже мы попали в Сальту, не было никаких помогаторов, не было никаких переводчиков. Это То есть вообще жизнь. там у тебя жизнь уже заставляла просто все сами. То есть я превратилась в помогатора своей семьи в 14 лет. И это не значит, что я в 14 лет приехала и уже все понимала. Но мне пришлось все понимать, заставить себя быстрее все это понимать. И язык, и вообще все, как работает. Но все равно, конечно, я могу сказать вот вам и всем, кто приехал недавно, что 2-3 года назад это недавно. Люди иногда думают, что за 2-3 года они поняли что-то. Нет. Там мы даже язык не выучили. Все Да. это еще впереди, и все перемены. Понятно, что есть еще возрастной фактор, будет по-разному влиять на каждого. Ну, не только возраст, это еще и, как сказать, вот воля человека, что он, к чему он стремится. Все это будет, конечно, по-разному у всех, но перемены, даже вот если мне было 14 лет, я в одном из последних видео сказала, что я только в 20 лет что-то стала, я чувствовала, что я уже поняла все. Хотя раньше я думала, что я тоже поняла, но после 20 лет уже не было огромных каких-то там перемен, и это уже прошло 6 лет. И это был молодой возраст. Но у тебя Дело. еще совпало с переходным возрастом. Да, Это же вообще, подростковый. потому что А подростковый у переходный- нас с кризисом среднего А у- возраста. Всегда то один кризис, то другой. Ну, я, всегда. честно сказать, не знаю, у меня не было времени без кризиса. То есть один кризис переходит в другой. В другой. просто. И это жизнь как бы. Жизнь — это кризис. Но в Это моем просто, случае Я это считаю, депрессия. не хочу никого обидеть, но я все равно думаю, предыдущее поколение, они в кризисы не впадали, они что-то не особо пытались иногда осознать, а просто по плану надо было там выучился, а потом рожаешь детей сразу, типа, а да, в это ж- а это ж и есть. 22-23 года. Включила. Клуни. Клуни, иди сюда.
Ну что, он хочет участвовать Ты тоже. будешь это- Вот Как все. вы докатились до такой жизни? Ну, у них были другие какие-то понятия. Ну, в каждое время я считаю, что вообще, ну, в одно время Не, мы одно. говорили про то, что раньше типа люди без депрессии жили. И без кризиса, ну, Без без особых кризисов, да. кризисов, то есть просто они шли по какому-то либретто, который, я не знаю, у меня такое ощущение, по Мне- плану, который уже был заранее То есть, написан. когда нету слишком много свободы выбора, от этого как будто бы человек бывает счастливый, когда все, Да. ты живешь как у всех, и все. И Не ты надо видишь, как сильно живут думать. другие. А как можно еще, типа, да? Живешь как у всех, и все. А сейчас ты можешь жить по-другому, но это может нравиться тебе, но не вписываться в какое-то общественное мнение, и ты Мгм. можешь одновременно вроде как радоваться, что живешь так, как живешь, но с другой стороны на тебя будет давить общественное мнение, что ты живешь не так, как надо. И такое разнообразие Мгм. вот этих всех возможностей, как жить, и что ты даже сам просто не всегда можешь понять, а как тебе хочется и как тебе надо, потому что этот живет так, и вроде как прикольно, Да. это так, и тоже прикольно, один так, другой так, и ты просто в себе разобраться сложно, а как ты хочешь жить, типа, как я хочу жить. Да, но все равно хорошо, что как бы есть какой-то выбор, но иногда его нужно выстроить, да, возможность. Выстрадать иногда. Выстроить возможность, иметь выборы, какие-то опции, да. Вот. Но здесь вот с самого начала я заметила в Аргентине еще 24 года назад, что было намного более открытое. Например, там я практически никого не знала разведенными. А здесь большинство людей были разведенные. И большинство моих друзей, у них была там только мама, а папа уже где-то с другой семьей. Мне сейчас всю мою систему скинет. И ни у кого не было полноценной, то есть даже здесь такого слова не было, да, полноценной. То есть будто там такое ощущение, что что-то, если не так пошло, либо терпи, либо у тебя неполноценная семья, у тебя там не полный состав. То есть сейчас, конечно, это всего больше, но 24 года назад там это было очень стыдно, там что-то развестись, а здесь это было обычное дело. Но мы-то в то время особо не жили, нас такие проблемы не заботили в то время, Да. да. Но я как раз недавно думал, ну понятно, что все страны развиваются по-разному, и какая-то страна в каких-то одних критериях Мгм. отстает, и в других преуспевает, Преуспевает. а другая страна в других преуспевает, а в Мгм. третьих отстает. И это всегда, тут очень сложно сравнивать и прийти к какому-то балансу. Просто какая-то страна будет тебе подходить либо более, либо менее. Мгм. Да, это правильно, это нужно понять. Просто я думаю, с этой последней волной, люди не то чтобы особо подумали, что подойдет, а из того, что можно было, да, куда тебя пускали, выбрать более или менее подходящее. Просто какие-то же люди сделали выбор остаться, даже находясь в каких-то городах, которые вообще непосредственно участвуют в каких-то боевых действиях. Да. И для них, то есть этот выбор, жизнь каждый день, понимая, что тут у тебя летают беспилотники, для них все равно это более приоритетно, чем уехать куда-то в другую страну. То есть Мгм. есть же и такие люди, и Да, которые да. живут до последнего. И это не то, что не обязательно там старики, да, это могут быть вполне Мгм. себе, но для них вообще нереально куда-то уехать. То есть Мгм. они не уезжают. Ну, Кто-то есть- вообще без всякой войны уехал. Кто-то Да, вообще да. без всякого. Кто-то Мгм. вообще уехал, кто уехал там 10 лет назад, он вообще по каким-то факторам понял, что он Да. хочет уехать. И он решился, он подготовился и смог уехать. Да, а кому-то уже бомбы на голову падают, а он не уезжает. Поэтому тут индивидуально для каждого человека, наверное, у каждого Насколько своя. он чувствует. Да, у нас, например, мне, например, еще очень актуально, что я всегда смотрю канал вот этот Суэньо Наруто. Там постоянно показывают людей, которым просто пришлось, не то, что пришлось, они решили, но это тоже не просто было уехать из удобной жизни в городе, там работа крутая, по профессии. И сейчас они живут где-то здесь в горах и продают альфахоры. Да, то есть занимаются либо хлеб готовят, да, то есть, человек не чувствовал, что ему нужно так дальше продолжать жить. И он все равно все бросал. И здесь, конечно, некоторые тебя могут немножко это посудить, но в общем особо не будут на тебя пальцем указывать, наоборот, могут даже позавидовать, что человеку так решился, бросил все. Так, это, по крайней мере, здесь так. Не знаю, как Но там. на самом деле не представляю, очень, очень смелый шаг, когда, у меня там свое в голове, то есть стрельнуло для переезда, да, когда человек этот выбор как бы вынашивает в себе,
Его не выстреливает, вот как ты говоришь, из города в деревню. Он, то есть, живет в городе и чувствует себе, что вот потребность куда-то уехать и сменить полностью всю свою атмосферу сознательно и вот как бы планомерно, запланировано. Это, конечно, ну, это не наш, да, случай. Да. Ну, Да, да. ну так Ну, получилось. и это как всё бы равно. очень большая смелость и храбрость, то есть в этом, ну, найти в себе вот это желание, откопать его в своей каждодневной городской рутине, да, и понять, что все-таки, да, здесь все устроено, но я вот готов броситься куда-то, неизвестно куда. Да. Притом у нас страна всё в кризисе. Ты в поселок какой-то едешь, это не... Ну это да. не то, чтобы работу искать, это все знают. Ты не пойдешь разносить свое резюме. Мгм. Хотя некоторые и так умудрились что-то найти. Но люди поехали, возможно, потому что есть еще возможность приобрести участок и что-то построить даже своими руками. Много очень вот этих путешественников, кочевников. То есть сейчас по Америке, по всей Америке, да, южной и северной ездят, но аргентинцев большинство, потому что, видимо, что-то есть такое в культуре, что мы терпеть не особо-то любим. То есть, может, и терпим мы кризис экономический, но все остальное мы все равно не терпим. У меня такое ощущение. Мы терпеть не приучены. Но аргентинцы не только рождаются там, где хотят, они и живут там, где хотят. Да. Да, нужно научиться, все равно это непросто, не терпеть. И в то же время, да, страх есть всегда. Вот, мы тоже хотим двинуть дальше. То есть мы сейчас в Рио-Себаще живем, у нас свой дом, у нас все как бы устроено, но мы уже думаем полностью о следующем шаге. О следующем шаге. Ай, мама мия. Ну ладно. Там, я иногда говорю несколько вариантов, потом вырезаю те, что неправильные. Так что, наверное, самое главное, ну, может и не терпеть. А если ты что-то терпишь, то знать, почему, зачем. Да, ради чего. И со временем спланировать, как перестать терпеть. Потому что жить всю жизнь, мне кажется, так не сможешь. Ну, ты Терпеть и ж типа терпеть. всегда выбор делаешь, да, либо вот ты остаешься в городе в комфорте, либо едешь там, ну, тебе тут не очень нравится, но у тебя тут все под боком. Либо ты едешь в деревню, например, куда ты хочешь, но там не будет того комфорта и, например, того дохода и того уровня жизни. И ты Да. при любом выборе ты все равно будешь вынужден что-то терпеть. Да, жертва будет всегда, какое-то жертвоприношение. И в то же время ты уже никогда не будешь тем, кем ты был. То есть ты поехал в деревню, ты научился что-то терпеть, что-то, может, не научился, но ты уже не сможешь вернуться, как ни в чем не бывало, Мгм. туда, откуда ты приехал. С другой стороны, как будто бы... И страны бывает то же самое. С другой стороны, ты как будто какую-то гибкость приобретаешь, да, например, я не очень гибкий по жизни человек, а тут я понимаю, что а тут вариантов-то нету, ну, а как я тут могу быть не гибким? Мне тут все равно надо адаптироваться к текущей Мгм. среде. То есть, и, соответственно, если ты, наверное, один раз адаптировался и уже прошел какой-то опыт, то ты уже легче можешь как бы так понимать, что и так жить Мгм. можно, и так жить можно. Да. Как бы, ну, учит на самом деле. Миграция сильно учит. В России, Да. например, ну не то, что там я жил-то не богато, но я никогда там на цены в магазине не смотрел. Не То есть я смотрела, захожу да. и покупаю то, что мне Мгм. надо, да. А здесь ты уже так не можешь пожить. Там ты уже такой понимаешь цену денег, что ага, там. Но у нас экономика такая, например, я вот с того, как я начала работать, я не смотрела на цены. А вот последний год мы стали больше смотреть, потому что зарплата стала действительно вот туговато вот хватать. Ну, смотря что. Конечно, у нас всегда какие-то проекты параллельно, мы там что-то то строим, то еще что-то делаем, да, то есть мы не просто живем на потребность. Да. Но на цены приходится смотреть больше и думать о тех вещах, которые раньше как-то особо не думала, просто брал и тратился. Ну и еще такой момент есть, то, что ты заходишь в магазин, помидоры 6 тысяч песо, в другой магазин заходишь, они там 2000. Да, вот это И нужно всегда Вот, смотреть. и искать. поэтому я хожу, и, ну, как бы запоминаю. И... Хорошо, что Надя ходит и запоминает, потому что я вообще не хожу. У меня еще была привычка все равно, хоть у папы была работа как бы сразу, да, но все равно у нас были другие планы, не только снимать жилье постоянно, а уже что-то свое приобрести. И я всегда помню, меня мама посылала по магазинам, это уже здесь, в Аргентине, и надо было по разным ходить. Здесь то бери, здесь то, Мгм. а там то. А если она дороже этого, то не бери, да, то есть вот это уже есть такая привычка. Но потом получилось так, что когда я начала работать, наоборот, хотелось
как бы взять вот этот реванш, как И это прийти в сказать? один и купить И все. типа все, а мне теперь наплевать, я теперь работаю, я теперь буду покупать и не смотреть, что там дороже, там дешевле, и все. Но зато у меня муж такой, он очень-очень смотрит. Ну вот я тоже смотрю, потому что, ну, зачем покупать помидоры за 6, если есть Если за 2? два. Ну, это за 2000. Зачем? Для меня в таком смысле. То есть Да, можно купить, мне жалко. Ну, да, переплачивать. сразу. Бывает такое, что да, действительно, ну, это дороже, но оно лучше качеством какой-то там Мгм. вещи. А Или бывает, там- что дешевле и лучше. А бывает наоборот, да, что Да. дешевле и лучше. И ты такой смотришь, ну, как бы, просто надо походить и выбрать. Да. Вот, Иногда это дополнительная работа ходить, но Ну да, иногда ты смотришь Но по если ты ходу дела, совмещаешь и с, да. с прогулкой, типа, то Мгм. вроде как Да, гуляешь, то и отлично. смотришь. Поэтому мы тоже мы уже привыкли вот в нашем поселке, мы все магазины, вот там это, там это, там это, там это. Вот так же Мгм. мы ходили. Ритуал особый. И да, здесь мы тоже уже прошли по магазинам и понимаем уже в каких что покупать. Вот это да, потому что так пришел, купил, но ты можешь переплатить ни за Мгм. что. Как бы если Вот. деньги у тебя позволяют, то вообще, конечно. Да, Или ты сиди там, и все, да. да. А если задача экономить, то так уже получается нельзя. Мгм. Ну, бывает еще задача такая, много зарабатываешь или нет, но может у тебя приоритеты, да, вот Ну своя да, шкала да. приоритетов, и ты будешь экономить, потому что ты, На что Хочешь, да, то есть я Хочешь знаю или людей, которые, у меня были сотрудники, да, которые уезжали куда-то в Таиланд или в Японию в отпуск, и они тратили огромные деньги, и при этом они были уверены, что они никогда не смогут купить машину там или жилье, да. И в то же время, если они уже исходили из того, что они не смогут, они сами себе создавали такую ситуацию, при которой они не смогут, потому что они даже и не пытались. А у меня получилось так, что я даже не знала, что я могу купить вот первый участок, который я купила. Я даже не знала. Меня уволили с работы с одной и заплатили компенсацию. И оказывается, я начала искать землю где-то вообще в глуши. А оказывается, я могла ее купить намного ближе. И поехала и купила. Ну, в то время это было в Сальте, потом ее продали, потом поменяли там планы. Но получается, да, бывает, нужно раскрыть глаза немножко это. И, например, вот еще про гибкость миграции, что вы говорили. Я прошла миграцию, в то же время мне люди пишут, что я не прошла. То есть я осознаю, что я не принимала решения за свою семью, потому что я была несовершеннолетней. Но все ее травмы и всю эту борьбу за какую-то идентичность, чтобы понять, что ты, где ты, что ты из себя представляешь, потому что тот, кем ты был, уже тебе не годится тоже для жизни особо. Я через это все равно прошла. И я понимаю, что я как бы приобрела определенную гибкость. И я знаю, что оно такое миграция. И я понимаю, что я уже этого не хочу ни разу повторять. Я не хочу заново это проходить. То есть поехать в какую-то страну, где мне будет абсолютно неудобно. Да, там поехать, не знаю, в какую-то, мне конкретно предлагали работу в Вене, да, в Австрии. А я думаю, зачем я себя буду этому подвергать всему? Притом, в данном случае это не та миграция, что ты не знаешь, на что ты будешь жить, а тебе Там, предлагают да, работу и работу. всю помощь, да, тебе предлагают там помочь сделать документы. И я поняла, что нет, что оно мне не нужно. Это очень сложно, это не шутка. Иногда люди думают так как-то... Помимо того, что романтизируют, не придают важности, которую оно действительно имеет. Ну, а с другой стороны, если важности не придавать, может, оно и лучше. Это проще. Да, Ну, кому-то типа, лучше. немножко так подобесценить, ну, типа, что идет как идет, типа, что ничего тут такого прям Да, вот мега... тут-то и разница, что мне сказали, что я подростком приехала, мне часто говорят, что это проще, я тоже думала, а нет, ты подростком должен решить какое-то будущее, а взрослым ты, может, у вас есть свой заработок, вы уже знаете, кто вы, что вы, а подросток еще должен думать, во что он хочет Ну, превратиться, подростка как он свои это проблем там сделает. хватает, конечно. Конечно. Но везде, я думаю, все от человека Да. зависит конкретно. То есть, тяжело, конечно, тяжело. В любом случае тяжело. Наверное, человек меняется в ходе иммиграции, то есть приходится меняться. Да. И просто приходится, самое главное, что просто фокус внимания с того, к чему ты привык и как ты жил. И если у тебя фокус также направлен, то тут ты этого, например, не увидишь, да? Мгм. То,
то, на что ты смотрел в России, ты здесь этого не увидишь. Тебе надо уже этот фокус своей башки разворачивать и видеть что-то другое, Да, другие другие какие-то вещи. приоритеты, ценности, потому что, ну, того ты уже здесь не найдешь, того, что было там, здесь нету. Все. Мгм. Ты должен видеть здесь то, что есть здесь. С тебя не спросят того же самого, тебя не будут не дадут ожидать того же самого, да. и не дадут, не возьмут, не будут ожидать. И тут все другое. Тебе надо полностью понять, ну, развернуться и понять, что, ага, тут вот, и, во-первых, найти эти приоритеты, да, если ты приехал не в АИС, соответственно, ты не знал, куда ты едешь, ты Да. должен теперь здесь это себе увидеть новый Мгм. какой-то вектор направления какого-то. Ну ладно, все, я думаю, засняли. Мы всегда как это, Щаоп. да, мы всегда болтаем на разное всякое. Сегодня получилось заснять. И даже я сейчас выключу эту камеру, но мы будем наверняка продолжать еще о чем-то таком говорить. Но вообще я как бы считаю, что вот мне миграция, так скажем, да, она на пользу. Вот для моего развития. Я потому что, ну, очень много, я себя ощущаю каким-то луком, с которого спадает много шелухи, много каких-то ограничений, всего. И, ну, мне это больше нравится, чем тот образ жизни дальше. Тот комфорт. Комфорта меньше, денег меньше, но эмоций И развивай способности да, какие-то новые, больше да? однозначно. Мозги Для меня больше. стали как это возрождаются. Ну, для меня Да. я была погрязана в работе, Мгм. а здесь я больше как бы в жизни. Мгм. Вот. И для меня, ну, как бы тяжело, но как будто бы мне больше нравится. Да, вот все, Если кого я такое слышала резюме для меня про сделать, то вот прыжки, так. да, вот эти прыгнуть в другую реальность какую-то, да, и не слышала никого, чтобы прям пожалел, вот не слышала такого. Ну, это такое саморазвитие через лещи по голове. Как бы, потому что, ну, как бы я по себе могу сказать, что я ленивый, да, я сам что-то делать просто так, то есть не из тех людей, кто просто так что-то Мгм. будет сильно шевелиться. А здесь тебя уже, ну, жизнь заставляет шевелиться. И Мгм. она тоже, опять-таки, не сказать, что, ну, нам просто очень сильно везет. Вот конкретно нам, то есть я бы никому не порекомендовал, вот так как мы, типа, будучи там электромонтажником, особо на тот момент без удаленки, брать и просто вот так в никуда улетать, да. Мгм. Нам пока что очень сильно везет. Я думаю, что мы вот на везении очень сильно сейчас вывозим и Мгм. проезжаем. Это наш путь, не каждый сможет повторить, просто потому что, ну, кому-то не повезет. Потому что у нас нету больших ресурсов для вообще прохождения вот этого пути. То есть нам просто, у нас Да. реально тропинка подстилается вот под шаги. Ну и в то же время, даже вот еще с 90-х, многие уехали в никуда. Мгм. Мы ехали в никуда, но получилось по-другому Да. с моими родителями. Но все равно все говорят, что им повезло, что было трудно, но что всем... Вот нам повезло, это Мгм. подкатило, это... Видимо, свое когда дело. ты начинаешь открывать одну дверь, открываются какие-то Да, другие. да. Ну, однозначно, какие-то ресурсы в себе, Да. наверное. Да. Но новая среда, новая жизнь открывает в тебе действительно Мгм. новые какие-то возможности, новые двери, новые какие-то твои ресурсы. Поэтому вот так. Получается, ты Да. можешь, ну, в старой жизни, соответственно, новые двери можешь не открыть, да? Ну, как бы, с одной стороны, ну, вообще нелегко, с другой стороны, прикольно, типа. Вот, но тут надо понимать, что вот, ну, это вообще все новое, и ну, по факту гарантий никаких нет. Их-то, по сути, нигде никогда нет. Нигде Но нет, здесь да. это ощущается намного жестче. Мгм. Ну, и ты такой, ну, да. Ты иногда как будто живешь такой, думаешь, а иногда такой, так мы же в сказке. Ага. Мы живем, да, мы в сказке. картине, мы в сказке, мы когда гуляем, ходим где-то, мы такие, мы в сказке, Да. у нас так клево все. В Каске хорошо жить. Да. У меня было такое ощущение в Сальте, когда я жила. И когда я попала в Буэнос-Айрес, то вдруг попала в какую-то реальную жизнь. И, ну да, это было хреново. Вот этот прыжок я, да, как-то так вот, когда я все математически просчитала и решила, что мне нужно в Буэнос-Айрес, и все равно я все построила для себя там, и карьеру, и вот с Карлосом познакомилась, и куча классных людей, и много чего развития было, но ну, я просто мечтала оттуда уехать, и все 6 лет. Но тут обратная сторона, что все равно сказку надо тоже под математику как раз-таки просчитывать, да, чтобы Да. сказка сводилась в итоге-то Да, к потому что можно, дебет да. с кредитом, и сказка, чтобы все как-то укладывалось. Ну Потому да, что если не рассчитываешь финансы, ресурсы, то да, но сказка еще это должна быть, да, закончится. она в должна какой-то момент. продолжаться. То есть мы тоже много чего из того, что мы построили в Буэнос-Айресе, нам
помогло переехать сюда Ну, конечно, конечно. и жить ну, на нормальном, хорошем качеством жизни и уровнем жизни. Ну, ой, Куня решила уже это высказать свое мнение. Решил, сказал, завязывайте, ребята уже пошлите Да, гулять. все, пойдем тогда мы. Ну, отлично, все. Смотрите на канале, ребят. Я всегда ставлю название канала. Вот, там все очень и очень интересно. Чао. Чао.